Как же ты меня достала своей бесконечной опекой? Что ты за мной, взрослым здоровым мужиком, ухаживаешь, как за ребенком? Надоело. Ухожу от тебя. Но я ведь тебя просто люблю. Не понимая до конца, что происходит, говорила Надежда. Люблю и хочу, чтобы было как лучше. Мужчина оделся, осмотрев последний раз избу, где так и не получилось у него счастливой семейной жизни, и ушел, хлопнув дверью. Надежда хотела броситься следом, но вдруг вспомнила про свою гордость, которую уже давно положила на дальнюю полку. А ведь раньше она была первой красавицей на селе. Парни ей прохода не давали, а она и не смотрела ни на кого. Ждала и знала, что встретит еще своего единственного. И встретила. Были проездом через их село геологи. Она, как только увидела Виктора, влюбилась с первого взгляда. Красивый, статный, высокий. Сразу было видно, что они созданы друг для друга. Первую встречу они даже словом не обмолвились, только взглядами все друг другу сказали. А в следующий его приезд Виктор сразу пришел к Надежде. Все было понятно без слов. Вошел в избу и подарил ей подарок. Вот волчонка в лесу нашел, сирота он, приютишь нас усталых и замерзших. Неделю Виктор жил у нее вместе с крошечным хищником. Они вместе возились с малышом и уже строили планы на будущее. Мечтали о своих детях. Когда Виктор засобирался в очередную экспедицию, Надежда испугалась, а вдруг он больше никогда не вернется. Виктор уехал, а они с Норой, так назвали волчонка, остались ждать его дома. Виктор вернулся через несколько месяцев, и Надежда уговорила его сменить работу и поселиться у нее насовсем. В колхозе тоже было чем заняться, работы хоть отбавляй. Мужчина сперва сопротивлялся, а потом все же поддался на уговоры. А она, боясь потерять его, превратила свою жизнь в сплошную опеку и заботу. Надежда и сама уже не помнила, как стала такой. 5 лет они так и прожили. За эти 5 лет выросла волчица Нора, а они так и не стали родителями. Сегодня счастье ее рухнуло, так и не начавшись. Нора сидела в углу и молча смотрела на двух людей, которые вдруг стали друг другу чужими, и злобно прорычала вслед Виктору, как будто понимая, что он их предал. Волчица облизывала руки хозяйки, пытаясь ее приласкать, но Надежда только отмахнулась от животного. Деревня шепталась о том, что ее бросил муж. Никто не посочувствовал, никто не пожалел. Все только кивали, осуждая ее. Такого мужика не смогла удержать, родить надо было. Говорили соседи. Надежда расправляла спину и гордо шла по дороге, слыша сплетни за спиной. Ничего, поговорят и перестанут, чего в жизни не бывает. А через неделю пропала волчица. Раньше она часто убегала, но всегда возвращалась. В этот раз она так и не вернулась. Напрасно Надежда кричала, звала ее, оставляла калитку открытой и не гасила свет до позднего вечера. И Нора меня предала, подумала Надежда. Никому я теперь не нужна. Утром она пошла на работу. Голова кружилась, подташнивала. Наверное, не выспалась. Да еще и похудела от переживаний, вот и слабость. Убеждала она себя. На работе в какой-то момент женщина упала в обморок. Очнувшись от резкого запаха нашатырного спирта, она услышала голоса коллег. «Да она беременна, точно тебе говорю». Надежда и сама не знала, радоваться ей или печалиться. Кто-то ушел из ее жизни, а кто-то придет. Нет, это все-таки радость, и она решила больше не отчаиваться и готовиться к рождению новой жизни. Жаль, Виктор об этом не узнает, а она и не собиралась его искать. Надежда только изредка вглядывалась в небо, завидев вертолет над лесом. «Наверное, в нем Виктор сейчас летит», — думала она. Надежда бродила по лесу недалеко от дома, а она любила этот запах живой природы. Из-за стройной фигуры и свободного пальто живота еще почти не было видно. «Привет, красавица, ты меня ждешь?» Мужик с ружьем стоял прямо напротив нее, загородив собой солнце. Надежда даже не успела почувствовать опасность, как вдруг за спиной она услышала знакомое рычание. Резко обернувшись, Надежда узнала ее. Нора стояла и, оскалившись, смотрела на мужика с ружьем. «Вот это удача!
Мужчина осторожно снял ружье с плеча. «Не смей, это моя собака», — попыталась соврать Надежда и вцепилась в руку охотника. «Уходи, Нора». Но волчица пришла, чтобы защитить свою хозяйку. Она не могла ее бросить. «Ты что меня за дурака держишь? Думаешь, я волка от собаки не отличу?» Мужик взвел курок и прицелился. Сейчас охота запрещена. Сделала последнюю попытку женщина, чтобы образумить браконьера. Но он только расхохотался. «Сейчас я разделаюсь с ней, а потом за тебя примусь, сладенькая». Нора опять грозно зарычала. Надежда испуганно посмотрела на волчицу, а потом увидела в кустах несколько волчат. Но сейчас волчица растерялась, она не понимала, кого ей теперь защищать, Надежду или своих детей. Так вот оно что, вот почему ушла Нора. Она не бросила ее, а просто стала матерью. «Стреляй», — спокойно сказала женщина, встав как раз напротив ружья и заслонив собой питомицу. «Ты же только так можешь поднимать ружье на беззащитных детей и женщин. Матерого волка выследить боишься». Противостояние продолжалось еще несколько минут, которые показались ей вечностью. «Отойди, не дразни меня», — криво улыбнулся браконьер. «Хотя такие дерзкие, мне очень нравятся». И вдруг из чащи леса раздался одинокий выстрел и громкий крик. От неожиданности браконьер слегка прилег. И вправду, воевать он умел только с беззащитными, а против человека с ружьем испугался. Он сразу поспешил спрятаться, чтобы не вступать в открытую схватку. Но Надежда его запомнила. Через несколько секунд на поляну вышел Виктор. «Прости меня, Надя, плохо мне без тебя. Я тут в сторожке у лесника живу, часто тайком наблюдаю за тобой, а подойти прощения попросить не решался. Хорошо, что сегодня все так случилось, я вовремя подоспел. Пошли домой, а то ты совсем замерзла». И Нора радовалась хозяину, а она тоже его простила. Сегодня он спас всех, и хозяйку, и ее детей. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.